Слушай, подруга, ты уверена? Ты точно хочешь этого? Что ты там так долго делал? Послушал разговор каких-то девочек. Вам стало интересно, кто такая сербская леди? А может, вызовем ее? Ты чего? Это ж просто ерунда. Мы с тобой люди взрослые, понимаем, что не существует этой леди. Это ж просто мем. Пырска дама дажи, плеши мне свой плес. Ну и? Что дальше? Не пришло, что ли? Удивительно, как же так? Как жаль. Ну ладно, давай свет включим. О, господи! Это было обычное утро субботы. Я сидел в своей комнате, пил чай, ничего не предвещало беды. И тут ко мне в комнату заходит моя мама и говорит, что сегодня мы поедем к моей тете Рите, ну то есть маминой сестре, также к ее мужу и к ее дочкам. В общем-то, так все произошло. Мы приехали, посидели за столом, пообщались, попили чай, там все такое. А потом моя мама, папа, тетя Рита и дядя Валера отправились в театр, а я, Маша и Мира остались дома втроем. Вот. Уезжая, мама наказала нам ничего не творить, но мы, естественно, не послушали и сделали кое-что неисправимое. Что же произошло, вы можете узнать в первой части переписки с Пырскадама, а это уже вторая часть. Первая часть по ссылке в описании, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поехали! Если что, та часть закончилась тем, что мы бежали от сербской леди. В общем, да, мы бежали от сербской леди, убегали, прибежали к соседке, мы такие забегаем, леди такая, типа, дверь откройте мне, забегает и выбегает. Мы ничего не поняли, давайте узнавать. Что это такое? Это сербская леди. Мне понятнее не стало. Нечисть, в общем, которая ворвалась в наш дом. Почему она вылетела из дома? Почему не смогло войти? Вы вызвали это или оно само к вам пришло? Вызвали. У меня к вам вопрос. Но это потом. Сначала сама отвечу на ваш вопрос. Вы призвали ее к себе домой. То есть пригласили ее к себе. Как бы говоря, заходи к нам в дом. Я же ее не приглашала, поэтому она не смогла прийти. Но если я скажу, что она может войти, открою дверь или даже позову, короче, ее, то она и окажется у меня дома. Надеюсь, объяснила доступно. Достаточно доступно. А вы откуда это знаете? Моя бабушка увлекалась всем этим и рассказывала мне, когда я была маленькой. Мне тоже было очень интересно, и я много читала об этом. Вот что помню, то рассказываю. Кстати, видите этот венчик? Такой в моем доме есть над каждой дверью, над каждым окном. Это своеобразный оберег. Это тоже вас бабушка научила? Да, и у нее были такие же. А какой, кстати, у вас был вопрос к нам? Интересно узнать. А, точно. У меня такой к вам вопрос. Вы что, совсем тупые? Если честно, то да. Но это все объясняет. Ну правда, зачем вы это призывали? Ну... Маша хотела все объяснить соседке. Она знала, что соседка добрая и мудрая девушка, которая не расскажет маме и поможет решить проблему. В общем... Но вдруг вы услышали, как в гостиной раздался громкий стук, и вы все поспешили туда. У окна стояла сербская дама и стучала в стекло. «Впустите меня!» Вы испугались, но ваша соседка успокоила вас, указав на венчик и улыбнувшись. Вы успокоились, отошли от окна и присели на диван. Сербская леди, поняв, что вам безразлично, остановилась, но потом стала стучать, не сдаваясь. «Впустите меня! Впустите меня! Впустите меня! Впустите меня! Впустите меня! Впустите меня!» Соседи подумают, что ненормальный. У нас просто стены картонные буквально, все слышно. Ой, да она совсем охренела, что ли? Я только сегодня окно помыла. Ладно, один раз я подумала, сейчас отойдет и все будет нормально. Ну колотить-то окно зачем? Что это такое? Отойди быстро, я окно сегодня мыла. Главный оптимизм в такой ситуации. Ну, в таких ситуациях. Тут Маша испугалась и начала плакать. «Впустите меня!» «Ага, конечно», саркастично сказала Даша. А соседка куда-то побежала со словами: «Ну, сейчас огребет по полной от меня». Ну, правильно, надо защищать свое помытое окно. Вон, по ней видно, вся в земле какая-то страшная. Запачкает еще окно. «Впустите меня!» Читать не вредно. Мы заметили, что Маша начала успокаиваться, и вы с Дашей поняли, что надо больше шутить. «Впустите меня!» Ой, ну заладила. Да вообще ничего нового придумать не может. «Впустите меня!» Да слышали это уже. И, как понимаю, что слышим еще не раз.
Впустите меня, а то пожалеете. Ты уверен, что мы пожалеем, если впустим тебя? Офигеть! Она сказала что-то новое? Сама не верю своим ушам. Впустите меня. Там что, в конвульсиях бьет? Ваня, слышишь, муха зажужжала какая-то? Ну, хочет какое-то разнообразие. Впустите меня. Интересно, сколько еще раз повторит? Никому не известно, даже ей самой. Вы так идеально дополняете друг друга. Впустите меня. В смысле? В смысле, соседка? Что, блин? Мира, тетя Катя убежала бороться с сербской леди? Я сама не поняла. Но тут со второго этажа дома соседка прибежала с полной бутылкой чего-то прозрачного. Она быстро выбежала в гостиную, открыла окно и вылила содержимое этой бутылкой на что-то в образе ее самой и крикнула: «Изыди прочь отсюда!» Ничего не понятно. Что происходит вообще? Ну, нам как бы самим поменять надо. Эта сущность может менять свой облик? Видимо, да. Ты права, скорее всего. Конечно, права, мы видели сами. Извините, вы говорили, что вы увлекались мистикой, а вы знаете, как избавиться от этого? Я не знаю, как именно от этой, но светлой воды она испугалась. Это, конечно, не изгонит ее, но она на время отстанет от нас. Ну, искали мы способ вызова в интернете, может, на этом сайте есть и способ изгнания. Я посмотрю. Ну, что там? Да куда ты так торопишься-то, Дима, а? Куда ты так торопишься? Ой, ну подождать хоть немножко-то надо было. Ничего вроде нет. Нет, вообще нигде. Давайте я вам сейчас приготовлю постель, а вы пока ложитесь спать. А я пока поищу, что именно вы призвали. Хорошо, а то я очень не хочу спать. Ладно. А почему вы нам тут рассылаете? Мы можем пойти к себе. Мира, ты вроде умная. Да? Умная. Ну как бы... Сказали же тебе русским языком, что тут она нас не тронет, дома она может к нам объявиться в любой момент. В смысле? Пойдем к себе. Ты о чем, Мира? А, да, мы туда пойдем. Вы что, совсем тупые? 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 Куда пойдем? Домой к нам. Да не в этом смысле. Куда мы пойдем к вам домой, если туда сербская леди может прийти? К нам вот спокойно она может зайти, а сюда она не может зайти. А, да. Угу. Так, Миру больше не слушаю. Маша, правильный вывод. Пока вы разговаривали, соседка посела вам в гостиной, задернула шторы и попросила ложиться спать. Вы все легли спать, а ваша соседка достала ноутбук. Ну как наша соседка, она немного не наша соседка, мы там где-то в другом месте живем. А ваша соседка достала ноутбук, блокнот и ручку и начала что-то искать. Вы все быстро уснули. Вау, красивенько. О, это фон с аватарки, кстати. Здраво, детство. Вы проснулись от этих слов. Вы уже были не у соседки Мира, а в другом месте. Вы поднялись и увидели загадочную девушку. Вы разбудили своих друзей, и они тоже встали. Здраво, милые люди. И вам не хворать? Хотя, кто знает, может, ей лучше для нас захворать все-таки. Не разумеете мы? Не особо разумеем. Что она говорит? Ну, как минимум, она говорит на одном из славянских языков. Хоть какое-то знание нас уже спасает. Скорее всего, сербский. Сербский это. Ты узнаешь? Да. Ты забыл? Забыл что? Маша, Мира, Дима совсем недавно в нашей компании, поэтому не знают, что ты год жила в Сербии. What? Мира, ты жила в год в Сербии? Обалдеть. Что? Ты почему мне не рассказывала? А что, должна была? Речь особо не заходила, да и я забыла, что ты не знаешь. А почему Маша тогда не знает сербский? Потому что Мира одна жила там год, после школы. Она же поехала учиться в Сербию, но потом поняла, что не ее страна. Да и в целом, обучение не на родном языке дается намного труднее. Ребят, вы походу отвлеклись. Ку-ку, мне кажется, эта девочка что-то нам хочет сказать, но мы заставляем ее ждать. Есть такое. Здраво. Жалиш ли нечто да нам кажеш? Перевод. О, перевод, спасибо за перевод там.
Здравствуйте, вы что-то хотите нам сказать? Что это значит? Не мешай, пусть говорит, а потом нам расскажет. Здраво, жилым да вам помогнем. Перевод. Здравствуй, я хочу помочь вам. Как вы желаете да нам помогнете? Как вы желаете нам помочь? Пусти листи свої живут у своей надымова. О чем они? Даже Маша поняла, что надо промолчать, а ты не понял? Даже? Она имела в виду, что ты ребенок. И поняла это, а Леха нет. Но я не ребенок, я взрослая. Да-да, 8-летняя взрослая женщина. Я тогда какая? Может, вы заткнетесь? А, да, конечно. Мої приятелі суми повукли. Звинуватити, коли ми когось ми пустили її. Не розумім, коя вона? Суперскелет? Нам отключили переводку. Где переводка? Нам нужна переводка. Суперскелет? Да. А ну, то я хоть понял. Как же это нам помогнете? Помогнав сам Катерини да про найте свої інформації. Марати же спасите. Что? У смысле спасвания? Пробудитеся. Господи, что вы кричите? Я ничего не понимаю, она говорит загадками. Но она сказала, что нам надо проснуться и спасти соседку. Соседку спасти? А что случилось? Мы спим, что ли? А ты не понял? Я думал, нас похитила сербская леди. Пробудитеся. Како? Пробудитеся, треба їй помог. То не є твоя мама, то я она, дама. Подождите, ну вот смотрите. Похоже на самом деле на то, что она говорит, это не твоя мама, это она, дама. Далі доброго разуму до сербська дама, жили це ушуня, коли кумшами це перетворяєшся, де моя мама? Да, ради, я сама вам, Катрин, да поможете. Ну, да в принципе понятно. Мира говорит, типа, мы правильно понимаем, что сербская дама сейчас хочет притворяться моей мамой. Она отвечает, да, правильно, и вам надо Катрине помочь. Да что вы говорите, это там, а? Да, Дима, отстань от них. Они поговорят, Мира тебе все перескажет, что не так. Она говорит, что нам нужно помочь соседке Екатерине, потому что та в опасности. Леди хочет притвориться моей мамой и прийти к ней. Ну вот я все правильно сказал. Понятный сербский достаточно. Что ты там кричал? Леди хочет притвориться моей мамой и прийти к ней. Она скажет, что ее дети пропали, а дом разгромлен. Но на самом деле это сербская леди, и она собирается ее... Только Катя может помочь нам изгнать эту женщину. Поэтому нам нужно срочно спасти Екатерину или предупредить ее об опасности. Помогал сам, что сам могал, с Богом. Ну, тут прям вообще понятно, что она говорит. Помогла, чем смогла. С Богом. Хвала вам. Неизвестная дама растворилась. Ой, блин. Это кажется нехорошо, это как-то... Я вообще сегодня какой-то скуф эдишн тут. Нам нужно проснуться. Как? Надо думать. Мы начали думать и обсуждать. Да что думать-то? А что думать? Надо пробовать. Пробовать надо. Дом соседки Екатерины. В то же время он нам сейчас покажет, что у Екатерины происходит. Неужели все? Я все нашла. Вот тварь смотрит за мной до сих пор. Ой, дети, нашли же приключения на голову. А теперь спят спокойно. 6 часов. Это было трудно. Да не смотри ты, пошла вон. Вы пожалеете, я чувствую, кто-то идет. Тут в дверь кто-то постучал, а сербская леди помчалась к другой стороне дома, где находится вход в дом. О боже, это, наверное, Рита. Я не предупредила же ее. Наверное, она приехала домой, а дом разгроблен, детей нет. И вот она пришла. Соседка бросилась к двери. Вы во сне. Я не знаю, как мы можем проснуться. Вы сидели, думали и пришли к тому, что не знаете, что сидеть, думать. Нужно хоть что-то делать. Да, я согласна. Ваня прав. Тут все стали бегать, прыгать, кричать. Ну, блин, гений. И тут Даша исчезла. А, ну все, видите, все помогло, все хорошо, все прекрасно. У Даши получилось. Дом соседки. Я очнулась. Екатерина! Даша вышла в коридор. Там стояла Екатерина у двери и смотрела в глазок. В ее руке был ключ. «Стойте!» Даша выкрикнула это. Но Екатерина уже закрыла дверь. На пороге стояла Рита. Ну вот, сербская дама получилось. Она прикинулась мамой. Даша, ты чего? Это не тетя Рита, это она! Закрывайте дверь! Даша, я знаю, что я делаю. Это Рита, а леди с той стороны.
Рита, заходи скорее, чтобы Лиз не успел добраться до тебя. Рита молча прошла в дом. Ну, у нее даже вопросов не возникло, да? Смешно. Смешно. Екатерина заперла дверь на ключ. Ну, молодец, заперлась. И вдруг в дверь начали бить. No understand. Видишь, Даша, я говорил, я знаю, что делаю. Не знаете. Да. Посмеялась она, короче. Вот черт. Или не знаю. Ну как? Я же запечатала тебя на той стороне ограды. Глупая, я сильнее тебя, и твоей мамы, и твоей бабушки, все вместе взятых. Ты же исчезла, когда я брызгала тебя святой водой. А когда вернулась, я запечатала тебя. Ты не могла выбраться. Да, было неприятно, но не смертельно, в отличие от других слабаков, которых ты одарила. А так, это все было частью моего плана. Я притворялась, давай понять тебе, что ты сильнее. Но это не так. Ух ты. Она еще и по-русски говорит, на том спасибо. Почему ты сразу не зашла в дом? Я не могла сюда зайти, пока вы меня не Она же сказала, что если откроет дверь, то она А мы еще спим. Мы еще спим дома, как бы. Вы понимаете, в какой мы жопе сейчас находимся? Мы в жопе находимся, как бы, ну... В полной. Кто тогда сейчас стоял? за дверью. Это тоже я. И сильна, очень сильна. Удивительно, ты говоришь шутку, по факту редко встретишь таких духов. Ладно. Я есть редкий дух. Ладно, пора мне с вами закончить. Но как же так? Катрин, ты была так близка. Уходи из дома, незваный гость. Как незваный гость. Очень даже званый. Сербская леди накинулась на соседку. Помогла на свою голову. Даша, беги в гостиную, закройся там, окропи венчиком дверь, может это удержит ее. На кресло блокнотик, возьми его, там все написано. Ах, как же вы? Спасайся, за меня не переживай. Ты меня услышала? Да. Даша забежала в гостиную, закрыла дверь, но венчик не обнаружила. Она схватила с кресла блокнот и стала всех будить. А? Мы наконец-то проснулись. Скорее, нам надо бежать. Что? Почему? Вдруг в деревянную дверь гостиной кто-то начал биться. Вопросы отпали. Мира открыла окно, Дима встал у двери и попытался задержать леди. Сначала мимо помогла вылезти Маша, потом сама вылезла из окна, затем вылезла Даша, после вы. Где Дима? Только не это. Но тут из окна вылез Дима, и вы побежали. Когда вы добежали до угла дома, вы обернулись и заметили леди в окне. Вы выбежали из ограды. Дух следовал за вами. Куда мы бежим-то хоть? К нам нельзя, туда она спокойно зайдет. Побежали ко мне. Тогда уж лучше ко мне. Нет, побежали ко мне. Вы совсем? За нами бежит сербская дама, а вы еще успеваете спорить. Они меня шокируют. Зачем нам бежать к тебе, если мой дом ближе? Да и вот именно! Еще и дом у нее ближе, конечно, к Даше. Потому что я Настаиваешь? Настаиваешь? Ты серьезно? Посмотрите на него, настаивает он. Зачем нам бежать дальше? Какой в этом смысл? Мы и так устали. Зачем нам бежать лишнюю дистанцию? За эту дистанцию леди сможет нас догнать. А мы замедлимся. Ведь я повторюсь, мы устали. Как бы серьезно. До меня не так далеко. На пару кварталов. Да, он так будет говорить сейчас. Да, на пару кварталов больше. Поэтому бежим ко мне. Ты чё, охренел? Хорошо, хочешь? Беги к себе. Мы тебя не держим вообще никак. А ты... А мы бежим к Даше. А ты, короче, чё, иди подальше от нас. Хорошо. Хочешь к себе бежать? Беги. Мы тебя не держим. А мы побежим к Даше. Даш, ты же не против, да? Нет, конечно, я только за. Вы не разделившись. А что ты так не разделился-то? Добежали до подъезда Даши. По пути сербская леди вас догоняла, но у вас получилось удрать от нее и ничего не потерять. Она ж типа сильный дух. Как она нас не догнала? Она с нами играет. Она с нами просто играет. Она просто играется с нами. Она не то, что нас не догнала, она просто игралась. Даша начала искать ключи в сумке. Быстро найдя их, она открыла дверь в подъезд. И вы все зашли и побежали на 5-й этаж. Леди успела удержать подземную дверь и уже помчалась за вами. Вы уже на 5-м этаже. Даша постепенно открывает дверь ключом и впускает всех. После заходит сама. Сербская леди появляется перед самой дверью и пытается ее открыть. Ну вот я говорю, она всегда так. Она нам дает надежду, что мы уже спаслись. А потом в последний момент такая, опа, дверку открывает и все. Мы что-то в жопе как будто немного. Вы все вместе пытались закрыть дверь. И у вас это уже почти получилось, ну как в прошлый раз.
Но тут дух резко дернул дверь, и Маша упала вперед в подъезд. О нет, Маша! Дима, помоги! Сербская леди стала приближаться к Маше. А чё я сразу? Вы хотели быстро броситься к Маше, чтобы помочь ей, но вас опередила Даша. Она побежала к девочке, помогла ей подняться и буквально внесла ее в квартиру. Даша уже хотела зайти в свою квартиру, но сербская леди схватила ее. Вы поспешно побежали к Даше, но Дима оттолкнул всех от двери. Вы подумали, что он сам хочет ей помочь, но он просто закрыл дверь и дважды повернул ключ в замке. Из подъезда донесся ужасный крик, а после звук разбившегося стекла. Пу-пу-пу. Пу-пу. Я не знаю, что сказать. Дима, что ты сделал? Мы могли помочь Даше, а ты лишил нас этого шанса. Фух, обошлось. Маша и Мира разделяли ваши эмоции, но были в таком шоке, что не могли ничего сказать. Да я тут даже по другую сторону экрана в шоке нахожусь. Вы осторожно приблизились к глазку и заглянули в него. За дверью не было ничего примечательного. Обычный подъезд. Вы открыли дверь и убедились, что там действительно никого нет. В этот момент первые лучи солнца проникли в подъезд через окно. Она ушла. Наступил рассвет. Это сумка? Сумка Даши. Пойдемте домой, Маша и Ваня. Я с вами? Какой ты с нами? Ты не с нами, поверь, ты уж точно никак не с нами. О, господи, ты... Он Дашу убил. Тут Мира шепотом обратилась к тебе. Ваня, не смогу с ним говорить. Пожалуйста, пошли его культурно. Слушай, тут такое дело, Дима, что мы идем к Мире, а ты вот идешь нахрен. Мы с Мирой и Машей подошли к дому. Калитка была открыта, а забор частично разрушен. Многие стекла разбиты. Зайдя внутрь, вы увидели, что дом был поврежден. Мира закрыла дверь, села, прислонившись к ней, и по ее щекам потекли слезы. Ох, Мир. Маш, вообще не надо сейчас ничего говорить. Маш, а зачем ты взяла сумку Даши? А, там блокнот тети соседки. Она говорила, что там все написано. Как нам избавиться от сербской леди. Опа. Маша, ты молодец, что взяла. Можно я почитаю? Да, держи. Вы прочитали все записи о сербской леди. Там было расписано абсолютно все. Также был и тот способ вызова, и способ, как отгнать сербскую леди. Я прочитал и понял, как избавиться от сербской леди. Расскажи, как? В то время, в это же время, в это же время, в этом же месте, первый человек должен произнести слова перед зеркалом и зажечь свечу, а второй — разбить зеркало. Я поняла. Давай сейчас ляжем спать, ведь мы мало спали, а к вечеру проведем ритуал и избавимся от духа. Я за. И я. Стоп. Что не так? Почему наши родители еще не приехали? Может, остались у нас? Будем надеяться на лучшее. Сейчас раннее утро, и они, вероятно, еще спят, поэтому они сами разбудят нас, либо мы им позвоним. Ты права. Вы легли спать. Проснулись в 23:06. Нифига себе мы поспали. Маруся, 23 минус 8. 15. Охренеть, мы 15 часов поспали. Ну, то есть, смотрите, тут время было 7:44, я округлил до 8. А тут время 23:06. Ну, по сути, 23 вот минус 8, 15. Офигеть, мы поспали. Хорошенько. От того, что Мира разбудила вас, ваши родители не вернулись, а на телефонные звонки не отвечали. Что же делать? Ты о родителях? Да. Взрослые люди способны сами разбираться в ситуации, а нам необходимо понять, как действовать. Что ты выдал, Ваня, господи. Давай исполнять ритуал, пока мелкая спит. А она еще долго спать будет, потому что мы так мало поспали, плюс так набегались. Нет, ну я, конечно, понимаю, что мы мало поспали, но потом же после этого вы не спите по 15 часов. Например, когда я не сплю ночь, я потом как бы сплю 10 часов, ну не 15 же. А они тут спали несколько часов, так еще и плюс, ну, ничего себе. Вы спуны, конечно. Вы перешли в другую комнату, где проводили ритуал. Вы взяли все необходимое и были готовы действовать.
Вы сели напротив зеркала Мела, встала и позади него. Вы поставили перед собой свечу и начали читать заклинание из книги. Прочитав его 3 раза, вы зажгли свечу. Вы замерли от ужаса при виде того, что видели в зеркале. Что я там увидел, господи? Ты что там увидел? Посмотри. О боже! В зеркале, а точнее в его отражении, вы увидели маму, папу, тетю Риту, дядю Валеру, Дашу, Диму и соседку Екатерину. Они стояли полукругом, а в середине полукруга стояла сербская леди. Она танцевала свой танец. О, господи. Точно, Мира, бей зеркало, она может вырваться. Мира резко кинула зеркало на бок. Оно разбилось, и как будто его осколки растворились в воздухе. Протиралистые драгомие. Вдруг из ниоткуда появилась та самая странная девушка из сна. Можем ли вкатити они се koje su bili u gradu? Nažalost, ne. Ali sada ste освободили српsku даму, а не ваш наши нахе узнамервителі. Хвала. С Богом. С Богом. Неизвестная дама также растворилась в воздухе. Нам не вернуть тех, кто был в зеркалах. Их больше нет. Мы справимся. Конец. Если бы вы смогли всех отказаться от вызова сербской леди, никто бы не пострадал. Если бы вы не шутили во время сна, вы могли спасти соседку Екатерину. Вот мы тупые. Тогда вы бы не уходили из дома, и Даша тоже была бы жива. Если бы вы не послали Диму, вы бы не разделились, он остался бы жив. Остались вы, Мира, Маша. Я в шоке. Ну, вот такая переписка у меня получилась. Напоминаю, что автор данной переписки я ее полностью написал от начала до конца. Писал я ее 10 месяцев назад, потом просто, забыл о ней, а сейчас ее снимаю. Ну, то есть, я даже сам себя в ступор привел, этим сценарием. Я в шоке, Я в шоке от того, что... Я не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эта переписка, и стоит ли вообще еще делать переписки страшные. Если что, опросник будет в телеграм-канале, вот там вы можете проголосовать. Если что, ВКонтакте это видео тоже вышло, но спустя 2 дня. Да, поэтому лучше не подписывайтесь на ВКонтакте, смотрите меня в Ютубе. Дальше, также у меня есть Инстаграм и Триц, я их веду, поэтому подписывайтесь. Вот, всем большое спасибо за просмотр, до скорых встреч, пока!